Итак, пора окрашивать ствол. Берем коричневую краску разного оттенка. Вот у меня есть более светлая, черный, оранжевый и разные оттенки коричневого. Более темный, более светлый. Я их буду перемешивать. И самое интересное, что при окрашивании какие-то веточки у меня будут более темные, какие-то более светлые. То есть для начала я перемешиваю черный и коричневый цвет основные. Делаем такой более темный коричневый. И просто начинаю окрашивать. Заполняя все наши ветки дерева. Здесь у нас была бумага, соответственно, есть углубление. Мы добивались этого эффекта, чтобы создать кору дерева. Ну, эффект такой натуральной коры дерева, поэтому обязательно во все отверстия, во все складочки нужно влить коричневую краску. Сейчас они все сглаживаются, но потом мы это исправим. Еще будем окрашивать дополнительно. Вот смотрите, я покрасила более темным коричневым. И теперь возьму немножко оранжевого, перемешаю с коричневым и тут же рядышком прокрашу. Вот уже здесь можно заметить, что есть переходы от более темного коричневого более к светлому. И здесь по всему дереву можете окрашивать то более темным, то более светлым с такими переходами. Это тоже позволит сделать более натуральным нашу кору дерева. Окрашиваем все полностью, со всех мест. Будьте аккуратны, чтобы нигде не попасть на цветочки и на листья тоже, соответственно. Далее такой момент. Вот я окрашиваю, видите, вот здесь веточку. Немножко крашу также тейп-ленту, чтобы она была не слишком сильно видна. И перехожу в ствол сюда, чтобы это уже был такой как бы переход от веточки зеленой к коричневой большой ветке. Здесь аккуратненько просто прокрашиваем немного. Вот, я надеюсь, вам видно. И точно так же все делаем переход. Заполняем все отверстия, всю полностью поверхность. Вот делаю светлый коричневый, более темный коричневый. То есть все это аккуратненько. Мое дерево пока подсыхает. Посмотрите, я здесь сделала небольшие переходы от коричневого к черному. Не знаю, видно или нет. Просто брала кисть и макала в коричневую, в черную краску и немножечко делала тени. То есть просто в некоторых местах хаотично, особенно в углублениях немножко затемняла. И получается очень красивый эффект такой дерева разного цвета. И еще такой лайфхак, девочки, если вы окрашиваете и немножко попали на цветочки краской, можно просто влажной салфеткой подтереть, и тогда все эти неровности, акриловая краска сохнет в течение минут 30, наверное, поэтому вы успеете убрать излишки краски, если она куда-то попала. Последние штрихи, я полностью окрасила дерево. Теперь берем пастель номер 244 и окрашиваем. Проходимся мелком пастели по всему дереву. Вот таким образом. Просто рисуем все рельефы сами. Получается, отображается после того, как вы проводите карандашом по дереву. Вот таким образом. Хорошенечко проходим, чтобы было видно. По всем изгибам, везде проходимся. Далее берем акриловый лак или лак для ногтей. И также проходимся по этим белым полосочкам. Вот смотрите, здесь вам видно. Все эти белые полосочки после обработки лаком немножечко размываются. Далее лак высохнет и дерево станет живым. Очень интересный эффект получается после вот такого способа обработки. На акрил хорошо ложится масляная пастель. Ну и, соответственно, лак. Вот видите, уже немножечко разошлось. Как только высохнет, будет еще лучше.
Итак, я все окрасила и залакировала. Вот такое большое дерево, даже в кадр не входит. Теперь осталось самое последнее, это посадить деревце в горшочек. У меня вот такая тарелочка, мне показалась она очень красивая и подходящая. Можно взять квадратную посудину, лучше брать, конечно, керамическую, она будет выглядеть красивее. Итак, мое дерево входит в тарелочку очень глубоко, поэтому я хочу сделать небольшую подставку из фольги, немножечко приподнять дно. Ну, то есть я просто нарезала небольшие кусочки фольги и сейчас их термоклеем сюда приклею. Тем самым немножко подниму дно и дальше уже буду перекрывать эко-декором всю эту фольгу, которую будет видно. То есть вот таким образом уже поставлю, и дерево станет намного выше. Все, поехали. Обязательно наполните всю внутренность дерева, чтобы можно было потом его хорошо посадить в горшочек. И, соответственно, клей наносим сюда и приклеиваем в горшочек очень плотным слоем. Итак, мое деревце вот в таком горшочке. Туда можно положить камешки для бассейна, обыкновенные маленькие камешки или гальку. Можно просто насыпать земли и добавить мха. В общем, здесь уже все будет зависеть от вашей фантазии, от того, как вы хотите, как будет выглядеть ваша композиция. Вот такая красота у меня получилась.